Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Life Up. Поехали! И сегодня у нас не совсем обычный пациент. Это Lenovo. Какой Lenovo? Это у нас Huawei MediaPad T3, который искупался в молоке. Ребенок его уронил в молоко. По словам хозяйки, она его сушила несколько дней на батарее, с него текло молоко. При попытке включить он, конечно же, не включился. Посмотрим, что у него внутри. В первую очередь извлекаем лоток SIM. Я сразу же заметил, что на нем не высохшее молоко. Это очень плохой признак. Походу, молока в нем было действительно много. Нам нужно отстегнуть заднюю крышку. Как обычно делаю с помощью лопатки и пластиковой карточки. Аккуратно по периметру. Больших усилий не прикладываем, чтобы не повредить корпус и тем более дисплей. Поднимаем дисплей. И фуч! Какая вонь жесткая! Ребята, я чуть не блеванул, вот честно. Но ты, естественно, столько провалялся на батарее и потом только попал ко мне. Я с трудом сдерживаю свои позывы, но надо разбирать дальше. Аккуратно отстегиваем шлейф дисплея. И убираем его в сторону. Видите, сколько там молока. И оно причем еще не высохшее. Но вонища жесткая. До слез пробивает. Молоко везде. И под шлейфами, и на платье, и на батарее. Двигаемся дальше. Откручиваем крепление USB разъема и убираем его в сторону. Дальше мы откручиваем крепление разъема для наушников и также в сторону его. Откручиваем все винты, которые нам не нужны. Снимаем первый сетевой модуль. Вытаскиваем его. И откручиваем второй сетевой модуль. И также убираем его в сторону. Откручиваем крепление шлейфов аккумуляторной батареи и дисплея. Отсоединяем шлейф АКБ и дисплея. Убираем фронтальную камеру. И также основную камеру. Вытаскиваем разъем для наушников. И отсоединяем шлейф кнопок включения и громкости. Откручиваем основной динамик. И убираем его в сторону, чтобы не мешался. Извлекаем вибромотор, также в сторону его. Мы их не будем отпаивать, они нам не помешают. Поддеваем плату лопаткой и извлекаем ее из корпуса. Вы наблюдаете основные очаги поражения. Разъем АКБ, разъем дисплея. Все поражено. Коррозии. Дальше нам нужно снять два защитных экрана. Первый защитный экран, где расположен процессор, и второй защитный экран. Как раз под этим вторым экраном обнаружил массовые очаги поражения коррозии. Под первым защитным экраном все в порядке, чисто, сухо. Приступим к чистке платы.
Работы тут очень много. Я думаю, на час точно. Чищу простой зубной щеткой и специальным средством. Ультразвуковой ванночки, к сожалению, пока нету. Но это пока. Проходимся по всем участкам поражения. Там, где не отходит сразу, приходится подковыривать чем-нибудь аккуратно, чтобы не повредить плату. В процессе чистки некоторые элементы с платы просто отлетали в связи с воздействием на них коррозии. Так вот, я задумался вопросом, чтобы поставить эти элементы на место, нам будет необходима схема данной платы или сервис-мануал, как ее еще называют. Ведь любой тяжелый ремонт электроники, тяжелым ремонтом я называю ремонт, когда я в руки беру термофен. Тогда для меня этот ремонт уже считается тяжелым. Так вот, любой тяжелый ремонт практически невозможно произвести без наличия сервис-мануала. Почему? А потому что сервис-мануал — это то же самое, как, например, навигатор у автомобилиста. Показывает что, куда, когда и, самое главное, зачем. Какие токи протекают, что за что отвечает, в какой последовательности происходит схема включения. Это очень важно. Без такой схемы отыскать поломку на плате практически невозможно. Если, конечно, это не механическое повреждение. Это как искать иголку в стоге сена. Ну и по итогу, схему-то в интернете я так и не нашел. Получается, я все это делал зазря. И чей-то малыш останется без своей игрушки. И чьим-то родителям придется купить эту новую игрушку. Делать нечего, придется собирать этот планшет. Параллельно я решил все-таки погреть термофеном плату, на дурака, так сказать, и собрал планшет. Подсоединил его к источнику тока и показал следующие результаты. Потребление 0,83, на кнопку включения, естественно, не реагирует. Но это не критическое потребление, с учетом того, как он был залит. Поэтому, если сервис-мануал все-таки найдется, будет хоть какой-то шанс попробовать вернуть его к жизни. А пока это не представляется возможным. Вот такая невеселая история этого вонючего планшета. Но думаю, будет и продолжение. Друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.